Привет, мои дорогие кьюдаи и кьюдаини. У меня не было в планах делать это видео, но ситуация уже начинает немножко напрягать. Я всячески старался не обращать внимания на события, старался игнорировать все эти веяния якузовского фандома, но недавно я приобрел новый свежий 23-й томик One Piece от российского издательства Азбука, и там в рубрике вопросов и ответов я увидел фото Кагавы и понял, что все, пора. Кому-то все равно придется замарать руки, поэтому пусть лучше это будет ноунейм вроде меня. Я считаю, что менять Кагаву не обязательно. Прошу, не спешите кидаться тухлыми яйцами, по крайней мере сразу оставьте немного яиц на потом. И позвольте мне привести свои доводы касательно этой ситуации. В прошлом видео я уже рассказывал о том, чем собственно известен Кагава, поэтому давайте просто притворимся, что вы видели это видео. Так вот, то, что совершил Кагава, это ужасно. Это плохо, это неправильно, это омерзительно. По-хорошему, Кагаве уже давно нужно было бы извиниться перед теми хосты за свои действия, и когда я говорю извиниться, я имею в виду прям извиниться. На камеру, желательно даже прямо перед теми хостес, а не записывать те полшишки извинений, которые он выдал после того, когда, собственно, информация об инциденте всплыла и общественность встала на уши. А еще лучше, чтобы и кусок гонорара им отвалил. На фотографиях тех событий четко видна одна из хостес, но потом появилась информация об еще одной потерпевшей, но менеджеры Кагавы поспешили провести контратаку и предъявить ей то, что она перевирает ситуацию и вообще это все клевета и ложь. В общем, люди же не дураки и прекрасно понимают, что так называемые извинения от Кагавы звучат как-то, мягко скажем, недостаточно искренне. Складывается ощущение, что извиняться ему пришлось только потому, что это вредило его карьере, а не потому, что он раскаялся. Проще говоря, общественность взяла его за жопу, и деваться ему уже было некуда. После этих событий с ним стали разрывать контракты, и казалось бы, что Кагава был на грани тотальной отмены, но затем он постепенно, шаг за шагом, начал восстанавливать свою карьеру, и у него это довольно успешно получается. И в итоге сейчас он даже был нанят на участие в ремейке третьей части Якузы, где он подарит свою внешность и голос персонажу Хамазаки. И вот здесь мы переходим к точке, в которой находимся в данный момент. К точке, в которой, если зайти в чат на любой из трансляций от РГГ, каждое второе сообщение, которое вы увидите, будет сообщение с хэштегом RemoveKagawa. Эти сообщения везде и повсюду. Если вы часто проводите время в комьюнити Якузы, то спрятаться от этого хэштега просто не получится. Соцсети РГГ были буквально завалены тоннами этих сообщений. Особенно потешна реакция самих РГГ, которые вместо того, чтобы записать какое-нибудь видео, чтобы как-то прояснить ситуацию, чтобы как-то успокоить людей и сказать им, что Кагава все понял и что он больше не будет, просто удаляют сообщения с этими хэштегами и просят не докучать им попусту. Общественность возмущена, люди заряжены, но даже в такой ситуации я все равно не могу ассоциировать себя с данным хэштегом, каким бы благородным он ни был. А теперь я постараюсь объяснить почему. Срок давности. Все эти события были уже почти 7 лет назад, и что самое главное, что извинение какое-никакое было, хоть и достаточно спорное. Тем хостес по-хорошему нужно было сообщить об инциденте моментально, прям в тот же день. Но я не знаю, почему все всплыло только спустя 3 года. Так или иначе, конфликт как будто бы уже несколько лет как решен, извинения принесены. Никто больше никаких дополнительных обвинений не предъявляет, а Кагава свою порцию презрения, порицания и расторжения текущих на тот момент контрактов получил. У любого вида преступлений есть свои сроки давности. Любой человек может оступиться и натворить глупостей, но это не повод гнобить и продолжать закапывать жизнь человека до самого конца его дней. Я не стану чувствовать себя лучше, если буду пытаться добиться отмены человека, который вполне возможно сделал выводы из тех событий и встал на путь искупления. У каждого из нас, если покопаться в памяти, можно найти что-нибудь, за что нам будет стыдно, но прошлое никак не изменить. Все, что мы можем, так это не повторять ошибки и становиться лучше себя прежнего. Я не могу ничего доказать на его счет, но хочется верить, что Кагава сделал выводы. Так или иначе, с тех пор никаких косяков за ним замечено не было. Тяжесть преступления. В других играх серии Якуза уже имеются похожие ситуации, когда приходилось менять актеров по тем или иным причинам. В частности, в ремастере 4-й Якузы актера Хироки Наримию, игравшего одного из главных и играбельных персонажей 4-ки Танимуру, заменили на Тошики Масуду, потому что Наримия был замечен в употреблении наркотиков. Но
Все оказалось не совсем так. РГГ заменили на Ремию в ремастере, потому что на тот момент он уже сам ушел из индустрии, и, как потом оказалось, обвинение в его сторону вообще оказалось ложным. Также похожая ситуация есть и в первом Judgment, но я мало чего знаю об этой игре, так как еще ее не проходил, поэтому передаю слово другому эксперту. В игре Judgment есть персонаж Кёхэй Хамура, сыгранный актером Пьером Таки, подарившим персонажу не только свой голос, но и свою внешность. Однако увидеть это можно только в релизе на PlayStation 4 для японского региона. Почему так? Потому что незадолго до выхода западного релиза в 2019 году его арестовали за подозрение в употреблении наркотиков, а потом паяли срок после того, как он это подтвердил. Отчего РГГ и Sega не захотели с этим более связываться, это чревато все-таки последствиями, и поэтому в западном релизе и в релизах на PlayStation 5, ПК и Xbox актера заменили, а персонаж получил оригинальную внешность. Преступление по японским меркам было очень серьезным. Актер из Judgment был посажен в тюрьму на 3 года, и все произошло буквально накануне выхода игры. А теперь возвращаемся к нынешней ситуации. Какие бы сильные эмоции вы не испытывали, зная о проступке Кагавы, нельзя отметать тот факт, что то, что сделал Кагава, это не такое уж тяжкое преступление. И даже в довольно строгой Японии сексуальное домогательство карается штрафом, лишь изредка тюремным заключением. Кагаву не сажали в тюрьму, следовательно, он скорее всего отделался штрафом, если обращение в полицию вообще имело место. Когда происходит домогательство, то обращаться в полицию надо сразу же. Как оно было конкретно в ситуации с Кагавой, непонятно, но правда об этой ситуации вскрылась лишь спустя 3 года, так что вполне вероятно, что никто вообще не обращался в полицию. Стоит ли еще напоминать о том, что хостес-клубы — это вообще довольно-таки странные заведения, в которых идея секса в принципе витает в воздухе. Весь принцип работы таких клубов строится на том, что симпатичные девушки окучивают посетителей, всячески флиртуют и заигрывают с ними, чтобы вытянуть из них как можно больше денег, провоцируя их на покупку дорогого алкоголя и всего прочего. Я это к тому, что работа в хостес-клубе — это работа на грани. На грани того, что облапать тебя могут буквально на любой из смен. И я думаю, что в их контрактах такие моменты подробно оговорены. И о таких ситуациях их уведомляют уже при приеме на работу. То есть те события с Кагавой — это не что-то из ряда вон выходящее. Такие ситуации в этих клубах сплошь и рядом, потому что это суть этих клубов. Подводить посетителей максимально близко к развратным мыслям, чтобы вытянуть из них как можно больше денег. Однако не настолько близко, чтобы случились какие-то действия сексуального характера. Поэтому в таких клубах особенно ценятся люди-манипуляторы, которые умеют лить в уши посетителям нужные слова. Это умение ценится даже больше, чем красивая внешность. Поэтому нечего удивляться, когда кто-то из посетителей напился, а затем, будучи в пьяном угаре, облапал очередную хостес. Это как совать руку в клетку с медведем, а затем удивляться, что эту руку отгрызли. Я не пытаюсь оправдывать действия Кагавы, и я в целом вообще не одобряю существование подобных заведений. Хост и хостес-клубы что-то роднит в своей сути с нашими ночными клубами, но эти японские клубы полностью построены на лжи, манипуляции и похоти. Эти японские клубы испытывают вас на порядочность и сдержанность, и, увы, не каждый способен пройти эту проверку. Копаться еще больше в этом нет никакого желания, поэтому просто заакцентирую, что тяжесть у преступлений бывает разная. И сроки давности в зависимости от преступлений тоже разные. Одно преступление не равно другому. Употребление не равно распространению. Домогательство не равно изнасилованию. Событиям, за которые предъявляют Кагаве, на минуточку уже почти 7 лет. Представьте, каким бы был мир, если даже за самое небольшое преступление или за какой-нибудь незначительный проступок общество гнобило бы таких людей до конца их жизни. Тогда и судов с тюрьмами никаких бы не было б нужно. Ограбил ларек? Перешел дорогу на красный свет? Ну все, ссылка на необитаемый остров. Ну а смысл пытаться все исправить, как-то стать лучше? Все равно общество не даст тебе работать и жить дальше, и будет гнобить тебя до конца твоих дней, сколько бы извинений ты ни принес. И плевать, что преступление ты совершил 10 лет назад. У травли в Твиттере, как известно, нет срока давности. Двуличие Ремув Кагава. Я на своем веку был свидетелем разных травлей и разных подобных кампаний по отмене в интернете. Практически все они начинались с благими намерениями, но постепенно становились зубастее и безрассуднее. Зачастую люди, ведомые чувством справедливости или еще чем, начинают подобные кампании, потому что чувствуют, что происходящее неправильно.
В нашем же конкретном случае фанаты считают, что Кагава слишком легко отделался, что того извинения и потрепанной и почти отмененной карьеры недостаточно. И поэтому, соответственно, его надо как-то приструнить, чтобы ему неповадно было вообще пытаться продолжать делать карьеру в шоу-бизнесе. Причем из всей этой повестки как будто бы выпадают хостес. Никто из тех, кто ставит эти хэштеги, никогда не озаботится тем, чтобы как-то поддержать потерпевших. Отправить им какие-нибудь презенты, написать какие-нибудь слова поддержки в тот хостес-клуб, где они работали или до сих пор работают. Нет, здесь так не принято. Гораздо веселее же портить кому-то жизнь, потому что этот человек, Кагава, совершил плохой поступок, и, следовательно, фанатская кара полностью оправдана. Те хостес совершенно никак не касаются любимой франшизы, а вот Кагава касается. Поэтому на него и все внимание, и весь арсенал хейта. И борются с ним не потому, что искренне хочется справедливости, а потому что лично фанатам будет дискомфортненько играть в игру, глядя на этого мерзкого Кагаву. Сочувствие к тем хостес тут совершенно ни при чем. Я уверен, что тех, кто действительно переживает за хостес, лишь очень малая часть от всего того пласта людей, кто регулярно строчит посты с хэштегом #RemoveKagawa. Как и в любой подобной кампании, со временем в ряды борющихся примыкают абсолютно разные люди, которых в любой другой ситуации даже и представить бы вместе было бы невозможно. Я долгое время бродил в Твиттере по этому хэштегу, и от лицемерия и двуличия многих из них хочется проломить себе лицо фейспалмом. Стоит ли говорить, что в таких кампаниях по травле у вас есть только две опции: либо примкнуть к протесту и получить немножечко очков авторитета, или же оказаться раздавленным и растоптанным, потому что мнение движения априори верное, и просто не может быть никаких доводов против. Если ты попытаешься указать, что движение где-то свернуло не туда, что все не так однозначно, и что для борьбы со злом не все средства хороши, то тебя сразу же запишут в сторонники насилия, скажут, что ты сексуальный маньяк, педофил и тому прочее, и твое мнение вообще не учитывается. Причем у половины людей, которые будут вам предъявлять такое, практически вся их лента в профиле состоит только лишь из одного хентая, что как бы намекает. Ну ладно, это еще полбеды. Большая часть людей под этими хэштегами пишут, что очень возмущены Кагавой и что РГГ должны непременно его удалить из игры, но тут же в этом же посте пишут, что все равно купят игру, даже если Кагаву не уберут. Я сработаю на опережение и скажу, что часть фанатов, которые особенно сильно топят за то, чтобы Кагаву убрали и кричат об этом РГГ так рьяно, делают это потому, что они торопятся. Сейчас каждый второй стримит свое прохождение в интернете, и поэтому им очень не хочется на релизе игры искать компромиссы со своей совестью, когда несколько месяцев подряд ты кричал, как сильно тебя ущемляет Кагава в игре, что ты не будешь ни в коем случае покупать игру. Но на самом деле тебе глубоко плевать на тех хостес, и ты очень хочешь поиграть. Потому что Kiwami 3 такая сочная, такая манящая, но терять очки авторитета среди других фанатов комьюнити тоже совсем не хочется. Поэтому нужно срочно торопить РГГ, чтобы они успели удалить Кагаву из игры, а то иначе же придется оправдываться, что «Ребят, да, я купил игру и играю в нее, но абсолютно без интереса, чисто чтобы сравнить, что там они изменили по сравнению с оригиналом. А Кагаву и РГГ я порицаю, да». Вот сейчас быстренько одним глазком пройду эту игру на плашку и выкину свой Collector's Edition в мусорку, честно-честно. И чем ближе релиз, тем громче будут их крики. Некоторые же фанаты открыто призывают пиратить игру, чтобы эти мерзкие РГГ не получили ни копейки от их игры. И этих фанатов, видимо, абсолютно не смущает тот факт, что пиратство вообще-то тоже преступление. И в некоторых странах за пиратство порой можно получить не штраф, а самый настоящий реальный срок, и порой даже больший, чем за сексуальное домогательство. Но вот это уже другое. Ради благого дела можно и закон нарушить, так ведь? Они не собираются не играть в игру в принципе, они собираются именно пиратить игру. Фигня, что это ударит по абсолютно всем, кто трудился над игрой. По сценаристам, по дизайнерам, по всяким наладчикам, да даже по уборщикам в студии. Но главное, чтобы вот РГГ было больно. Потому что в данной ситуации воровать игру — это хорошо, это оправдано. У этих людей свое представление о законе, и доводами о двуличии их не пронять, поверьте мне. Акулы почувствовали запах крови, и по мере продвижения кампании здравый смысл начинает теряться.
А есть также и фанаты, которые открыто пишут, что Кагаву надо линчевать, кастрировать, разорвать на части. Ну, тут даже уже комментировать ничего не буду, насколько это все кровожадно и мерзко. Кьюдай, внимание, срочные новости, вы должны это знать. Тут, пока я монтировал это видео, прошел тематический стрим от РГГ для японской аудитории, и он оказался крайне забавным, если даже не сказать ошеломляющим. Если честно, вообще не ожидал такого поворота событий и даже немножко опешил от происходящего, потому что со стороны это было похоже на какой-то сюр. Я реально подумал, что мне это снится, потому что это слишком смешно, чтобы быть правдой. Так вот, многие англоязычные пользователи в чате трансляции, как обычно, спамили хэштегом RemoveKagawa. Судя по постам в Твиттере, которые я видел ранее, к этой трансляции они готовились заранее. Они спамили этим хэштегом долго и упорно, чтобы РГГ наконец услышали голос фанатов и предприняли хоть какие-то меры касательно ситуации. Они писали, какие Якояма и РГГ плохие, что покрывают абьюзера Кагаву, ну и все прочее в таком духе. Их периодически рандомно банили в чате, в последнее время это уже совсем не удивительно, РГГ стало часто такое практиковать. Но тут самое забавное в том, что, ребят, вы только вдумайтесь. Бан сообщений с этим хэштегом и бан пользователей, которые эти сообщения писали, случился не столько со стороны РГГ, сколько с подачи японских фанатов в чате, которые писали, что их буквально заколебали сообщения от этих иностранцев. И пользователей, которые писали эти хэштеги, действительно стали банить активнее. Вы понимаете? Даже самим японцам насрать на эту ситуацию. Они хоть и недолюбливают Кагаву, но понимают, что дела давно минувших дней не касаются дел сегодняшних. Японцев из фандома Якузы даже по большому счету больше раздражают изрядно заколебавшие гайдины со своими хэштегами, чем собственно сам Кагава. Если уже даже японская комьюнити говорит такое, то, мне кажется, англоязычным фанатам из Твиттера нужно призадуматься, а за что они вообще сражаются? Вот даже если посудить и представить. Допустим, они добились своего, и Кагаву такие выгнали с проекта. Разорвали с ним контракты, отправили на мороз. А что если Кагава после этого решит подать на РГГ в суд? Что если он скажет, что его права были ущемлены, что контракт был разорван в одностороннем порядке? Ведь по факту на данный момент у Кагавы никаких проблем с законом нет, а то, что там говорит зарубежная комьюнити за пределами Японии, определенно мало касается японской конституции. Вот собственно и получается, что с какой стороны ни посмотри на этот хэштег, он абсолютно хрупкий и бестолковый даже с точки зрения закона. Даже японские фанаты просят зарубежное комьюнити прекратить этим заниматься, но похоже их борьба еще не окончена, поэтому видимо нам придется наблюдать этот театр аж до самого релиза игры, а то и после него. Видос немного подзатянулся, поэтому давайте я как-то подытожу все вышесказанное. Если чему меня и научила Якуза, так это тому, что травля в интернете не приносит ничего хорошего. Я не защищаю Кагаву, мне в целом по-хорошему плевать на него. И я думаю, что большинству игроков тоже. Что меня действительно огорчает, так это вообще сам факт замены внешности старых персонажей. Особенно обидно за Рикию, и вот конкретно за него Якояму не помешало бы привлечь к уголовной ответственности, ибо так обойтись с моим мальчиком мог только настоящий садист. Шутки шутками, но все же хэштег родился не на пустом месте, и то, что Кагава не посчитал своим долгом нормально и искренне извиниться, останется исключительно на его совести. Но факты таковы, что извинение, хоть и формальное, было. Никаких судебных преследований не последовало, следовательно, данный вопрос уже давно решен. И я прекрасно понимаю, что если постоянно смотреть на слитые фотографии тех событий, то кровь начинает закипать и хочется дать Кагаве по щам прям сиюминутно. Однако все произошедшее было в моменте, и это было уже довольно-таки давно. РГГ ведь далеко не первые, кто взял его на работу после тех событий, но свет сошелся клином именно на РГГ. Поэтому, видимо, они не считают своим долгом что-то менять и приносить какие-то дополнительные извинения в уже давно улаженном вопросе. У каждого человека должен быть шанс на исправление. Я хочу верить, что Кагава исправляется, и тот факт, что с тех пор он больше не был замечен в подобного рода скандалах, о чем-то договорит. Хоть и не особо верится, конечно. Мне не важно, заменят в итоге Кагаву или нет, я в любом случае куплю себе игру, чтобы поддержать РГГ в это тяжелое для них время. И я считаю, что ситуацию с Кагавой прям, уж слишком сильно разогнали в Твиттере. Я не думаю, что в РГГ сидят одни маньяки, которые будут рисковать своей репутацией ради абсолютно безнадежного человека, которого уже не исправить.
Никто в этой жизни не застрахован от совершения ошибок. Главное уметь их принять и стараться двигаться вперед, никогда больше их не повторяя. Да и в нынешней ситуации, будем честны, отменить Кагаву очень просто. Для этого даже никаких душевных дилемм не нужно. Он еще толком не оставил след во франшизе, поэтому выгнать его еще, так сказать, с порога крайне просто и легко. Но представьте на минутку, что если вдруг когда-нибудь выяснится, что Сэю Кирю Такая Курода тоже где-нибудь накосячил, к примеру, по пьяни облапал какую-нибудь девушку? Будем тогда добиваться его отмены и замены его голоса во всех играх, а также удаления всех его караоке? Если честно, не могу себе представить кампанию по его отмене. Мне кажется, Курода может даже человека съесть, с его весом и значимостью в этой франшизе ему что угодно сойдет с рук. Ну и на этом, пожалуй, давайте заканчивать. Безусловно, я, конечно, мог бы подмазаться к этому движению и заработать себе каких-то очков одобрения и авторитета, но в первую очередь больше всего мне хотелось быть честным и искренним со своими зрителями. В этом мире и так много ненависти, так что давайте хотя бы сами постараемся не плодить ее. С вами был Рида911 и огромное спасибо за просмотр. Если у вас есть свое мнение насчет всей этой ситуации с РГГ и Кагавой, то обязательно пишите комментарии, я их все обязательно прочитаю и отвечу. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, также вступайте в мою группу в Телеграме, заходите на мой Twitch, это тоже лишним не будет. Ну и самое главное, оставайтесь на связи, нам еще есть что обсудить.